Что о плане победы думают в Соединенных Штатах? Тверская область подгорает и как в Грузии неустанно борются с ЛГБТ. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. С чем Зеленский едет в Штаты, что включает план победы? Мы считаем, что в нем изложена стратегия и план, которые могут сработать. Небольшая, крепко вооруженная армия. Сколько стрелкового оружия утеряно или украдено в Украине? Если Киев проиграет войну, следующим станет Кишинев. Все, что мы делаем для поддержки Украины, также означает содействие стабилизации в отношении Молдовы. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки, комментарии, не забывайте подписываться на канал, если этого еще не сделали. Ну а мы пока начнем с новостями. Соединенные Штаты уже ознакомились с планом победы Украины, предложенным президентом Владимиром Зеленским. Ранее издание Bild сообщало, что Зеленский может предложить локальное прекращение огня на отдельных участках фронта для временной заморозки конфликта. Однако в офисе президента Украины эту информацию назвали фейком. Мы ознакомились с мирным планом президента Зеленского. Мы считаем, что в нем изложена стратегия и план, которые могут сработать, и нам нужно посмотреть, как мы можем продвигать его в процессе взаимодействия со всеми странами и главами государств, которые будут присутствовать здесь, в Нью-Йорке. Так что, повторюсь, у нас есть надежда добиться определенного прогресса. Именно для этого мы здесь и собрались. Так что, надеюсь, мы сможем добиться некоторого прогресса в этом направлении. Представитель США Линда Томас-Гринфилд отметила, что США продолжают надеяться на мирное решение как в секторе Газа, так и в Украине, выражая надежду на прогресс в завершении войны. Впервые о плане победы Зеленский заговорил в августе, планируя представить его Джо Байдену, а также кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу в сентябре. О том, каким может быть этот план, ведь деталей мы не знаем, и о том, Зеленский будет его представлять в США или утверждать, мы поговорили с украинским дипломатом, екс-міністром внутрішніх дел страны. Його запропонують Сполученим Штатам в повному, так би мовити, обсязі з елементами ознайомили Блінкена, і це правильно. Він друга людина, так би мовити, в сфері зовнішньої політики США. Він про це має так само знати. Я думаю, що перші елементи він передав уже до Білого дому. Деталі поки що невідомі, але якщо говорити по суті, то я думаю, там можна виділяти кілька блоків. Перший військовий, військово-технічний. Це взаємні зобов'язання між нами і Заходом відносно того, що робить Захід, що робимо ми. Другий санкційний, економічний. Тут має бути чітке прописане правило, що робиться, як робиться і яким чином треба зробити так, щоб воно працювало ефективно. Третій блок – це блок відповідальності. Мені здається, що без того, щоб зафіксувати в цьому плані миру відповідальність Росії за вчинені злочини, миру нормального не буде. Четвертий блок – це блок, на мою думку, пов'язаний з необхідністю нейтралізувати Росію на міжнародних майданчиках, припинити можливості для неї працювати в системі сучасних міжнародних організацій, хоч вони і ніякі, але все одно. Ну і, мабуть, останній блок про перспективи цієї самої Росії, яка повинна в кінцевому рахунку зрозуміти, що у неї погані шанси на виживання, якщо вона продовжить цю війну. Тверская область подгорает. После атаки беспилотников в российском городе Торопец Тверской области произошла детонация склада боеприпасов. Жителей срочно эвакуируют, однако соседняя деревня Цикарево оказалась отрезана от эвакуации. Люди собрались на берегу озера, но лодок на всех не хватает. Минобороны России сообщает о сбитии около полусотни дронов над 5 регионами. Но именно об этом случае почему-то не упоминают. Местные власти уже начали эвакуацию, а столб дыма и огня был виден на километры
Дым даже было видно из космоса. По данным источников, склад был атакован не менее чем 8 беспилотниками. ПВО удалось сбить только 3, остальные попали по складу, что вызвало возгорание и детонацию боеприпасов. Грузинский парламент запретил ЛГБТ-пропаганду. Таким образом, после так называемого закона об иноагентах Тбилиси идет по стопам Москвы, повторяя практически все ее инициативы. Разработанный партией «Грузинская мечта» закон запрещает однополые браки, любые медицинские процедуры, связанные с изменением пола, а также пропаганду ЛГБТ в образовательной сфере. Поправки также ограничивают право на усыновление исключительно гетеросексуальными парами. Оппозиция бойкотировала обсуждение, утверждая, что закон является частью предвыборной кампании грузинской мечты, а не ответом на реальные проблемы с правами ЛГБТ. В ответ правящая партия назвала критику необоснованной. Недавние выборы в Европарламент показали, что значительное большинство европейского общества отвергает ЛГБТ-пропаганду. Это видно по законам, которые были искажены в угоду этой повестки дня, включая тревожные выводы Венецианской комиссии, которая прямо предлагает пересмотреть определение брака, включив в него союзы между людьми одного пола. Такие прямые сообщения представляют собой глубокое давление на наши общественные ценности. Поэтому мы стремимся укрепить семейные ценности мужчин и женщин как юридически, так и конституционно, чтобы защитить наших детей от этого негативного влияния. Закон регулирует вопросы брака, усыновления, воспитания детей, изменения пола, публичных демонстраций и трудовых отношений. 17 мая был установлен как День семьи и уважения к родителям, и брак определяется как союз между людьми разного биологического пола. Любые другие типы союзов не признаются законными браками в Грузии. Более чем 270 тысяч единиц стрелкового оружия пропало или было украдено в Украине с начала широкомасштабного российского вторжения в 2022. И это 40% от всего количества оружия, которое числится украденным или пропавшим в национальном реестре. В этом году количество утерянного и украденного оружия увеличилось. За неполный 2024 год было, собственно, украдено или утеряно 78 217 единиц оружия, что уже превышает показатели за весь прошлый год. И это в 4 раза больше, чем до начала широкомасштабного вторжения. Больше всего оружия украденного или утерянного было зарегистрировано в 2022 году, там почти 117 тысяч. Чаще всего теряют охотничьи ружья, автоматы и карабины. Среди моделей лидирует автомат АК-74. За ним следуют пистолеты Макарова и карабины. Большинство потерь оружия зафиксировано в прифронтовых Донецкой и Запорожской областях и в Киеве. С начала полномасштабного вторжения 88% оружия из реестра было утеряно и только 12 украдено. Если Украина проиграет войну, следующей будет Молдова, так считает министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок. В Кишиневе состоялась 5-я министерская конференция платформы партнерства для Республики Молдова, на которой Бербок и выступила с таким заявлением. В мероприятии участвовали 65 делегаций, возглавляемых министрами, заместителями министров и государственными секретарями стран-партнеров, а также представители дипломатического корпуса и международных организаций. Все, что мы делаем для поддержки Украины, также означает содействие стабилизации в отношении Молдовы. Понятно, что больше всего людей здесь беспокоит то, что если Украина падет, то следующей страной на очереди будет Молдова. В рамках платформы Молдове было предоставлено более 300 миллионов евро в кредитах и 80 миллионов евро в виде грантов для поддержки экономики. В прошлом году после заседания платформы Республика Молдова получила финансовую помощь в размере 149 практически миллионов евро, из которых 38,7 миллионов евро были предоставлены в виде грантов и 110 в виде льготных кредитов для развития стратегически важных секторов. Мы поговорили с депутатом парламента страны о стремлении Молдовы в ЕС и о напряжении перед референдумом с вопросом о вступлении в Союз и президентскими выборами, которые пройдут в один и тот же день. Сегодня я не знаю, какие сценарии там в Кремле прорабатываются. Знаю, что в мае этого года там обсуждалась идея
организации массовых протестов, но мы знаем молдавское общество. Действительно, массовые протесты это были тогда, когда свободные граждане выходили на какие-то протестные акции. Это было и против олигарха Плохотнюка, и в те времена, когда мы освобождались от советского прошлого, а массовые акции протеста за деньги не получаются в Молдове. И сейчас, если наши госструктуры действительно сумеют хотя бы резко занизить этот поток грязных денег из Кремля, который направлен на подрыв молдавского государства, тогда никаких массовых акций протеста здесь просто-напросто быть не может. Другое дело, что сейчас для того, чтобы понимать, какие возможные сценарии пытается реализовать Кремль, надо прочесть и молдавскую конституцию. Компетенции президента страны, они достаточно ограничены, я бы сказал, даже символично. И для того, чтобы государственные структуры эффективно сотрудничали, президент должен опираться на парламентское большинство. Лукашенко угрожает Третьей мировой войной, если вдруг кто-то нападет на Беларусь. Говорит, что никому нельзя этого делать, и как-то непрозрачно намекает и на российские стремления тоже. Но я хочу просто в связи с этим предупредить наших противников, наших соперников и тех, кто не понимает еще. Не надо этого делать. Это пойдет не на пользу не только региону Европы, но и всей планете. Нападение на Беларусь, запомните это Третья мировая война. Поэтому ни в коем случае ни украинцам, ни россиянам, они это прекрасно понимают, ни американцам, которые хотят отсидеться за океаном, этого делать нельзя. Мне остается добавить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты, то, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам снимать новые видео. Мы вам за это благодарны и призываем не останавливаться на достигнутом. Если вы находитесь в Беларуси или в России, то смотреть нас безопасно можно через VPN. Как именно, инструкцию мы прикрепили к этому видео. Ну и не забывайте про лайки, комментарии и подписываться на канал тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.